Мир 1914 года. Время новых технологий, культуры и моды. Настоящий пик цивилизации. Давайте воевать. Все знали, что грядет большая война. Франция хотела забрать пару территорий у Германии. Германия хотела забрать пару территорий вообще у всех. И они сделали большой сексуальный флот, от которого британцам становилось неловко. Эти две империи считали, что они просто охренительные, но много народов, проживавших там, особо так не считали. А некоторые и вовсе получили независимость от них при поддержке России. Все сплетничали друг о друге за их же спинами. И учитывая, что военные технологии сильно улучшились с последней крупной войны, все были достаточно смелые и матерые, чтобы начать драться. В этой части Австро-Венгрии жило много сербов и боснийцев, недовольный фактом их жизни в Австро-Венгрии. Поэтому эрцгерцог Франц Фердинанд решил туда отправиться на машине, с открытым верхом, предварительно напечатав в газете, что он прибудет в Сараево. И в принципе все пошло так, как вы ожидали. Убийца поджидал машину, чтобы бросить в нее бомбы. Но он промахнулся и попал в полицейских позади. Поэтому Фердинанд валит из Сараева и никакой войны не происходит. Вообще-то нет. Он решает не покидать город, а посетить клинику, чтобы проведать раненых офицеров. Но водитель съехал не на том повороте и случайно встретил по пути одного из убийц, который застрелил Фердинанда. Австро-Венгрия в бешенстве из-за этого, и они уверены, что Сербия в этом как-то замешана, что было близко к правде. Поэтому Австрия сказала своей союзнице Германии: «Эй, Германия, мы собираемся воевать с Сербией». И Германия была за. И Австро-Венгрия отправила Сербии невыполнимый ультиматум. И когда она отказывает, они объявляют войну. Австро-Венгрия и Германия в союзе, но Сербию защищает Россия, которая в союзе с Францией, так что они пообъявляли войны друг другу. И Черногория тоже вступила в войну. Британцы и французы были типа в союзе, и поэтому, когда Франция сказала: «Ты меня ведь прикроешь?», Британия такая: «Хз, наверное». В итоге они как-то передумали вмешиваться, что великолепно для Германии, ведь у нее есть план. Они понимали, что Россия настолько огромная и неуклюжая, что ей потребуется много времени на мобилизацию. И во главе с этим парнем Германия штурмует Францию, пока Россия лишь мобилизируется. Побеждает Францию, перебрасывает все войска в Россию, захватывает ее, и после этого мы все говорим по-немецки и едим фифер-подкаст каждый день. Но есть одна проблема. У Франции было очень много укреплений и оборонительных сооружений на границе с Германией, и Германия не могла позволить себе потратить столько времени на их захват, поэтому они решают обойти их через Бельгию. Бельгия была нейтральной, но Германия хотела пропустить 750 тысяч солдат через ее территорию для обхода французских укреплений. Они надеялись, что Бельгия просто умется и закроет пасть. Но бельгийцы так не думали и начали весьма неплохо обороняться, замедлив наступление. Но хуже всего было вмешательство Британии, недовольное фактом вторжения в нейтральные страны. Поэтому Британия объявила войну. Германия начала продвижение в Бельгию, устроив по пути пару злодеяний. А еще у них были шипы и иногда черепа на униформах. Если они пытались выглядеть как хорошие парни, то молодцы. Хорошая работа. Антанта начала массированную пропаганду, влиявшую на весь мир, но в особенности на Америку. Президент США Вудро Вильсон считал себя немного Иисусом, и в течение всего конфликта пытался сблизить его стороны. Но еще в Штатах жило очень много этнических немцев. И когда началась война, они были типа Германия!». Но после вторжения в Бельгию у них пропал энтузиазм. Давайте поиграем в «Найди французского солдата». Вы его нашли? Легко, правда? Он носит синюю униформу с красными штанами. А знаете, кто еще их легко находил? Немецкие солдаты. И пока французы медленно маршировали в колоннах по пути в деревне, немцы покрывали их шквальным огнем из артиллерии. Все страны вступили в эту войну со старым военным менталитетом. И им пришлось обновить униформы и тактики во время Великой войны. Ибо эта война была тем, что человек еще ни разу не видел. Россия готова воевать, причем гораздо раньше, чем ожидалось. Эй, Австро-Венгрия, ты можешь этим заняться? Да вообще, как два пальца. Неа! И Германии пришлось отправить еще немного войск на Восточный фронт. Командующим австро-венгерской армией был этот парень. И хоть он был помпезный, он был не лучшим военным стратегом. Австро-Венгрия вечно игнорировала приказы и советы Германии. И вечно просила помощи, когда впадала в неприятности. Серьезно. Они получили пинка даже от маленькой Сербии. На севере дела были получше, где они почти уничтожили вторую российскую армию. Вернемся на Западный фронт. Немцы продолжают наступление почти внутри Парижа. К этому моменту все вспомнили, что Германия все-таки хотела быстрого захвата. Но все пошло наперекосяк.
Французский командир знал, что надо что-то предпринять, и приказал армии прекратить отступление, и в результате битвы между немцами появился разрыв. Если разрыв увеличится, то союзники, пробравшись в него, могли атаковать с фланга, поэтому немецкие войска отступили. Союзники начали контратаку, поэтому немцам пришлось окапываться. Антанта сделала то же самое. Затем обе стороны продвигаются на север, пытаясь обойти друг друга, пока не достигают моря. В итоге образовалась линия с траншеями, идущая от побережья Бельгии до Швейцарии. Начало позиционной войны на Западном фронте. Вот как работает позиционная война. Есть две противостоящих стороны, находящихся в траншеях с ничейной землей посередине. Одна сторона обстреливает другую из артиллерии, причем иногда в течение месяцев, что приносило огромный психологический ущерб. Солдаты покидали свои траншеи, преодолевая ничейную землю, полную грязи, снарядов, ям и колючей проволоки. Защищающаяся сторона открывала огонь из пулеметов по атакующим. Атакующие отправляли волну за волной, пока противостоящая сторона не выдохнется или не покинет траншею. Бои шли месяцы, гибли сотни тысяч людей, при этом линия продвигалась лишь на пару километров. Жизнь в траншеях была тоже невыносимой. Трупы, много грязи, отравленная вода, крысы, болезни, запах. Это безумие, что миллионам солдат приходилось жить в таких условиях и выполнять приказы командиров в течение 4 лет. Спасибо за просмотр. Озвучено для канала Maxicomp. Если тебе понравилось, ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новые видео.